В этом ролике речь пойдет о задачках, которые требуют полного ответа. То есть их решения записываются целиком на бланках, а затем проверяются экспертами. Коротко о главном, как говорится. Пособие Ткачука дает плюс 50 к арифметике и алгебре. Пособие Гордина дает плюс 50 к стереометрии и планиметрии. Все это образует сет, который на экзамене вам дает неуязвимость. Напомню, что с серьезными вопросами в первую очередь стоит обращаться к школьным учебникам. По геометрии, например, это может быть учебник Атанасяна, по алгебре книжки Мартковича «Профильный уровень». Теперь подробнее о пособии Владимира Ткачука, который я уже упомянул. У него достаточно большой тираж, то есть легко найти, было очень много изданий, называется «Математику абитуриенту». 956 страниц. Ого! Для сравнения, самый крутой роман Достоевского «Братья Карамазовы» 798 страниц. Вот такие дела. Сейчас посмотрим, как устроена книга. Глава 1 «Тригонометрия», урок 1 «Сведение квадратным уравнением». Идут формулы решения простейших уравнений, далее частные случаи, упражнения в зависимости от уровня сложности, затем идут все необходимые тождества, а также описание того, как работать с уроком, как себя оценить и так далее. Задача 1. Закрываем решение, решаем, но затем смотрим разбор, то есть здесь есть все решения по теме. Уравнения выстроились по уровню сложности, и если вы увидите в квадратных скобках цифру 2 или, упаси боже, 3, это задачи очень крутые, обязательно их решайте. В конце темы идет домашнее задание. К нему есть ответы, но если очень захотеть, в сети можно найти решение. Далее урок 2 и так далее, всего их 50. Я сейчас написал лишь тот минимум, который железно вам пригодится для ЕГЭ. Чтобы вы понимали крутость этого пособия, давайте посмотрим на урок 16, который называется «Оптимальный выбор и целые числа». Здесь по содержанию и по сложности задачи точь-в-точь как номер 19 и 6 ЕГЭ. Номер 4 я вообще видел в статградовской работе, они просто переделали сюжет, там род солдат какая-то была и все. Теперь посмотрим на книжку Гордина по стереометрии. Я буду писать розовым, потому что методичка тоже розовая, а там оранжевым, потому что книга была оранжевая. Понимаете, да? Это пособие появилось только лишь в этом учебном году, то есть предыдущих изданий вы не найдете, но слава богу, что хоть одно есть. Открываем тему «Угол между плоскостями». Краткие сведения, коротко, но емко, все, что нужно. Далее идут примеры с решениями, ну а потом задачи для самостоятельной работы. Что приятно, здесь есть и формат ЕГЭ, это успокаивает. Теперь о пособии по планиметрии того же автора. Долгих лет ему жизни и спасибо за книгу, просто божественная. Здесь 15 тем, например, удвоение медианы. Да об этом даже в школе иногда не говорят. Конечно, не принципиально, но 230 страниц, это потолще каталога Эван моей мамы. Смотрим конкретную тему. Здесь теория, решение задач, дальше идут подготовительные задачи. Их обязательно решите по каждой теме. Если есть время, решайте тренировочно, они труднее, круче и полезней. И, наконец, формат ЕГЭ. Пункт А, пункт Б, ну вы знаете, просто для успокоения. Между делом, эта книжка существует давно, да и я давненько ее не обновлял. Вот моя предыдущая. Будьте начеку, 2013 не является простым числом. Это 3 на 11 на 61. А вот еще одна книжка, на которой нарисована предыдущая книжка, интригующая, да? Объяснение всему факту будет тривиальным. Это решебник. То есть все задачи решены, и это еще один плюс пособия. Так что вперед и с песней. Осталось сказать про экономические задачки на ЕГЭ. В этом учебном году вышла книжка такая же розовая и по ним. Книжка ничего, но видеоуроки по этой теме, в общем-то, неплохая альтернатива. Особенно мои собственные. На всякий случай я проведу трансцендентальную линию, которая отделяет 18 и 19 задачи от мира сего. И еще полминуты на 5 хороших ресурсов. Видео. Уж если советовать какой-то один курс, то пусть это будет метод рационализации Валерия Волкова. Он отлично дополняет уроки Ткачука по неравенствам. Так, ну видео, конечно, мало, давайте еще книжку возьмем. Книжку мы возьмем по параметрам. Все же для нынешнего школьника у Ткачука параметры даются уж слишком сурово. Назову две фамилии. Сергеев, Каско. За этими авторами числятся хорошие книжки по параметрам. Обязательно упомяну хотя бы одну из них в описании. Далее упомяну сайт Игоря Яковлева. У него есть очень крутые листки, задачники, пособия. Все на высшем уровне. Смышленным ребятам туда прямая дорога. В описании прикреплю пособие по теории чисел в кавычках. Оно очень и очень классно. Еще один сайт, да я, если честно, не помню сайт. Портал Решу ЕГЭ Дмитрия Гущина и его команды. Если вам понадобятся варианты ЕГЭ посложней, то сайт alexlarin.net вам в помощь. Это ресурс Александра Ларина. Там есть очень много полезных материалов, а также форум, на котором обсуждаются трудные задачки. Ну что ж, на этом все. Спасибо. Если остались вопросы, задавайте.